Привет, друзья! Сегодня Германия обсуждает то, что еще недавно казалось просто невозможным. Возврат атомной энергии в Германии снова на повестке, но на этот раз речь идет не о старых атомных реакторах, а о совершенно новом подходе, что изменилось и почему об этом заговорили именно сейчас. Но это не единственная тема дня. В правительстве канцлера Фридриха Мерца началась активная дискуссия вокруг миграционной политики, и в центре внимания оказался министр иностранных дел Йоахан Вадефуль, а еще громкое заявление Бундесбанка о возможном повышении пенсионного возраста, новые цифры по въезду граждан Украины в Саксонию, а также сообщения немецких фермеров о сложной экономической ситуации и неожиданное предложение для тех, кто ищет работу, сезонные контракты в Австрии с жильем, внимание, и зарплатой от 3000 евро. Все это прямо сейчас разберу за пару минут. Спасибо каждому за вашу поддержку подпиской и что делитесь этим видео с друзьями. Итак, в Германии серьезно рассматривается возможность возвращения атомной энергии в качестве части стратегии обеспечения энергетической безопасностью. Международное агентство по атомной энергии сообщило, что в беседе с федеральным министром экономики Катариной Райхи тема вновь выступает на повестке и очень серьезно проверяется. По словам директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, крупные атомные электростанции в Германии сегодня слишком дороги, поэтому акцент может сдвинуться в сторону малых модульных реакторов и исследований в области термоядерного синтеза. Правительство Германии пока официальных решений не объявило. Представитель Министерства экономики подчеркнул, что речь не идет о повторном выходе на вот эти крупные атомные блоки, но готовность к рассмотрению каких-то практических вариантов существует. Для энергетического сектора страны это значит возможное изменение курса от полной фокусировки на возобновляемых источниках к более разноплановой модели с участием атомной энергии. Следующая новость касается разногласий внутри партии ХДС, Христианско-демократического союза. Канцлер Германии Фридрих Мерц официально подтвердил свою поддержку министру иностранных дел Йоахану Вадефулю после резонансных заявлений того о возвращении граждан в Сирию. В своем выступлении Мерц подчеркнул, цитата, «Единство правительства стоит выше одиночных высказываний. Тем самым поставим точку в внутрипартийном споре». Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии, в своем послании к депутатам обозначил, что правительство будет действовать в строгом соответствии с международным правом и внутренними решениями о миграционной политике. Доклад информационного агентства ДПА отмечает, несмотря на критику со стороны оппозиции и ряда депутатов фракции партии Христианско-демократический союз, возможность снятия министра Вадефуля с поста министра пока не рассматривается. Ответ правительства остается принципиальным. Стабильность кабинета важнее отдельных дискуссий о миграции. Следующая новость связана с обсуждением курса канцлера Фридриха Мерца. Федеральный банк Германии, возглавляемым Йоаханом Нагелем, предложил повысить пенсионный возраст, чтобы сохранить прежний уровень благосостояния населения. Нагель заявил, что из-за старения общества и растущей нагрузки на пенсионную систему дольше работать становится просто необходимым. В статье немецкого бизнес-журнала отмечается, предложение вызвало активное обсуждение среди читателей. Многие пользователи отмечают, что повышение пенсионного возраста будет означать, что они должны работать дольше, а не наслаждаться заслуженным отдыхом. Один из комментариев, цитата, «Я буду работать дольше, но ради чего благосостояния?» Также читатели и эксперты поднимают вопрос, почему рядовые работники должны дольше оставаться на рынке труда, тогда как расходы правительства и других структур не сокращаются. Читатели отмечают несоразмеримость в распределении ресурсов и ставят под сомнение справедливость предложенной реформы. Согласно представлениям критиков, предложение Бундесбанка отражает давление на рабочую силу, а не на комплексную стратегию по укреплению пенсионной системы или экономики. В обществе растет ожидание, что властям предстоит предложить не только поднятие пенсионного возраста, но и реально ощутимые меры. Но на этом новости дня не заканчиваются. В Саксонии фиксируется резкий рост въезда граждан из Украины. По данным местных властей, за неполные 2 месяца в землю прибыло почти столько же людей, сколько за предыдущие 7 месяцев вместе взятых. Только в сентябре зарегистрировано свыше 1000 новых въездов и почти столько же к концу октября.
Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Флориан Эст заявил, что часть приезжих не планирует жить в Германии постоянно, а используют возможность получить социальные выплаты, оставаясь при этом мобильным между странами. По его словам, система дает возможность оформить регистрацию и доступ к пособиям, не требуя постоянного проживания. Федеральное агентство по труду сообщает, почти 1 миллион граждан Украины трудоспособного возраста внесены в немецкую базу учета. Из них около трети трудоустроены, остальные получают базовое пособие Бюргергельд. Годовые расходы, внимание, на такие выплаты оцениваются примерно в 6 миллиардов евро. На фоне роста нагрузки на социальную систему звучат предложения ужесточить правила, связывать выплаты с реальным проживанием, учебой или работой, а также усилить контроль за пересечением границ. Тема выходит на федеральный уровень и становится предметом обсуждения даже в Бундестаге и земельных парламентах. И это только начало. В Австрии начат масштабный набор сотрудников, внимание, в туристической и гостиничной индустрии, особенно в регионах Каринтия и Штирия. Работодатели предлагают зарплату около 3000 евро в месяц и бесплатное проживание девушкам и парням, готовым работать в период зимнего сезона. Как сообщает издание, требования кандидатов минимальны. Хорошее знание немецкого языка не обязательно, опыт работы приветствуется, но тоже не обязательно. Работодатели предоставляют комфортное проживание и питание, включая отдельную комнату, Wi-Fi и доступ к развлечениям. Основная цель инициативы – это обеспечить кадрами службы обслуживания в альпийских курортах, где спрос на работников из стран-членов Европейского Союза резко вырос. Через сеть Европейской службы занятости объявлены сотни вакансий на должности официантов, горничных и сотрудников баров. Для немецких соискателей предложение открывает неожиданный путь – высокий доход и проживание в горном курортном регионе Австрии. Вместе с тем, аналитики отмечают, сезонная работа связывается с высокой нагрузкой, нестабильностью и возможным сокращением отпусков. Открытость рынка труда соседней страны и привлекательные условия могут вызвать отток работников из Германии и усилить конкуренцию за кадры в регионе. А дальше еще интереснее. В Германии наблюдается серьезная экономическая проблема в молочной индустрии. Внимание! Из-за снижения цен на масло фермеры по всей стране отмечают снижение доходов. 250-граммовая упаковка маркировочного масла сейчас стоит всего лишь 1 евро 39 центов, почти на 1 евро меньше по сравнению с началом года. Эта массовая распродажа масла проводится розничными сетями, в том числе дискаунтерами, чтобы привлечь покупателей через так называемые ходовые товары. Самые крупные ритейлеры согласны даже на временные убытки, лишь бы оставаться лидерами по цене. При этом молочные фермы сталкиваются с резким спадом. Переработчики уже начали снижать закупочные цены на сырье. В отдельных случаях фермеры получают на 2,7 центов меньше за килограмм молока. Объем производства при этом растет, что и усугубляет падение доходов. Председатель Федерального союза немецких молочных производителей Карстен Хансен отметил, что без поддержки правительства многим хозяйствам будет сложно справляться с финансовой нагрузкой. Он ожидает падения цен еще на 15 центов. Последствия такой ситуации очевидны. Фермеры должны либо снижать производство, либо закрывать свои хозяйства. Регулирующие органы и аграрное министерство уже работают в условиях высокой нагрузки, им предстоит скорейшее вмешательство, чтобы удержать отрасль на плаву. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.